Ark Royal – единственный представитель своего типа авианосцев в Великобритании. Длина палубы 224 метра, ширина почти 30 метров, водоизмещение 22 тысячи тонн, экипаж 1600 человек. Модель масштаба 1 к 350, длина палубы 70 см, ширина 10 см, мерил сам лично, экипаж на борту отсутствует. А у нас страница 7. И я готовлюсь к сборке основной артиллерии корабля. Кроме этого, я буду собирать палубные краны и установлю взлетную палубу. Спаренные универсальные орудия калибра 114 мм в количестве 8 штук будут расположены по бортам корабля. Сборка несложная, вы видите процесс подробно. Вот я склеиваю части, орудийная башня готова. А вот посмотрите, пушки в работе. Стрельба по воздушным целям. А это счетверенная пулеметная установка Пом-Пом, калибр 40 мм. Все пушки готовы, а я займусь установкой этих кабестанов на нижней носовой палубе. Установка задней переборки после установки кабестанов. Вот переборка, и я буду приклеивать леерное ограждение по бортам. Вот с правого борта, вот с левого борта. Я ускоренно покажу, как устанавливал орудийные башенки. Как я говорил, этих универсальных скорострельных пушек всего 16 стволов, 8 башенок, и это главный калибр авианосца. Кормовая палуба авианосца устанавливается 6 переборок. С помощью пинцета и ограждения сверху. 17-я позиция на 7-й странице инструкции. Я начинаю сборку двух больших кранов. Для начала собираются стойки, между которыми катушка. Сверху я приклею верхнюю часть с катушкой. Вот катушка. Вот верхняя часть в сборе. А вся эта деталь установится на основание, которое у меня в руке. Вот вы видите готовую деталь. А это такая же вторая. Рядом с первой. Сборка стрелы крана. Я считаю, что производитель мог бы сделать краны ажурными из металла. Но здесь пластик. Вот эта кривая деталь приклеивается снизу стрелы крана. И вторая рядом. Я соединяю основание со стрелой крана. И второй раз я делаю то же самое. Наконец я приступаю к установке палубы авианосца. Сначала много клея. Теперь я укладываю сверху палубу. Деталь очень крупная, но деталь встала на место идеально. Мне не пришлось использовать груз или липкую ленту для фиксации, как это часто делается. Страница 8. Я должен перевернуть корпус корабля и заняться днищем. Затем приклеить детали на борта, потом я начну установку ПВО. Сейчас я насадил гребной винт на зубочистку, так удобнее красить. Традиционный золотой цвет. Еще раз укажу, что краска цитадели ложится плохо. Я устанавливаю эти валы справа и слева. И приклеиваю 3 гребных винта справа, слева и посередине. Теперь вот такая крупная деталь внизу палубы. И мне пора заняться бортами. Согласно инструкции, я начинаю с кормы корабля. Я приклеиваю детали и вот такие мостики по бортам.
В гнезда устанавливаются малые средства ПВО. Рядом будет крупный прожектор. Ограждения по бортам корабля таковых будет очень-очень много. Вообще, это работа для опытного моделиста. Вы можете видеть, что получилось в результате. А сверху вот такая тонкая металлическая сетка. Это корабельный кот, непотопляемый Сэм. Сначала служил на Бисмарке. Как линкор был потоплен, был спасен английским эсминцем Козак. Как и тот погиб, тот кот оказался на Арк-Роял, после окончания войны скончался в окружении родных и близких в 1955 году. Страница 9. Я делаю ПВО. У этих крупнокалиберных пулеметов отличная детализация. Расчет такого пулемета я показал ранее. А вот как они стреляли. Сейчас я покажу съемки с натуры. Даже в цвете. Итак, 6 многоствольных автоматических артиллерийских систем. Следующая важная часть корабля – его мачты. Мачты из металла. Это и удобно, и красиво. Я сгибаю это с помощью прямого пинцета, а сверху я загибаю площадку. На площадку устанавливается закругленная деталь, мачта вставляется в основание. Вот основание и мачта в ней, а теперь затем я приклеиваю то, что получилось на борт корабля. Этот ажурный мостик будет приклеен рядом. Я сгибаю мостик, похожий на балкончик, а затем сгибаю трап с помощью того же прямого пинцета. Вот такие большие детали устанавливаются по обоим бортам. Еще одна деталь. Я не знаю, что это. Небольшие подъемные краны. А вот этот мостик, который я сгибал недавно. А трап, он будет приклеен вот здесь. Страница 10. Я делаю эти мачты и 4 дальномера с антеннами. Длинное леерное ограждение по борту. Мне нужно собрать 4 дальномера. Проблема в том, что таковых всего 3 в наборе оказалось. Это ошибка производителя Isle of Kit. И я решил взять одну из частей с другого корабля. А именно вот эту, такую. А вот посмотрите справа. Это дальномер, но он с крейсера Атагу. Казалось, что он похож больше всего. Куча окрашенных спасательных плотов. И я перехожу к сборке дальномеров. Вот так выглядит первый собранный дальномер. Сейчас эту деталь я вставил в гнездо. Вот он стоит. И еще 2 нужно сделать. В гнезде расположена тонкая антенна. Я продолжаю сгибать мачты. Металл очень качественный, и мне удобно работать. Вот вы сейчас увидите, сколько мачт в процессе сборки. А вот дальномер. Соединение металлической мачты с пластиковым основанием. Эта небольшая деталь присутствует у всех мачт. Вот эта деталь я показываю. Также у всех мачт есть подобные угловые кончики. Установка мачты и дальномера рядом. И вот еще одна мачта. Всего мачт у корабля 8. Я приклеиваю спасательные плоты на борта авианосца. С этого борта 7. И вот тут еще 3, итого 10. Теперь я приклею короткий леер. А справа длинный леер, который пришлось загибать для придания формы. Ограждение встало отлично. Страница 11. В основном здесь те же действия, что я показал вам на предыдущей странице, но с другого борта. На корме устанавливаются 2 тонких и больших металлических детали. Сначала металлический пол, а сверху вот такое металлическое дополнение. Я приложу пинцет, чтобы оно получше приклеилось. Вот здесь справа. Это тоже ПВО.
А вот мостик сложной структуры. Металл, а внутри должен быть пластик. Получилось его собрать у меня не сразу. Ажурный мостик фототравления приклеен на место. Второй такой же, поменьше, тоже установлен на борт. И еще один такой же. Работа по бортам почти идентична. Вы это видите. Я устанавливаю мачты по этому борту. Одну, другую и третью. Страница 12. Я продолжу работу с бортом корабля, установлю плоты, ПВО и прочие детали, как и на другом борту. Я начинаю со спасательных плотов. На левом борту их всего 3. Очередные мостики, таких деталей на авианосце очень много. В большие гнезда вставляются крупнокалиберные пулеметы ПВО. С левого борта устанавливаются 2 паровых катера и большой подъемный кран. Вот вторая ажурная сетка рядом, еще детали, идентичные тем, что я приклеил с правого борта. То есть все эти действия я повторяю. Так как это подробный гайд по сборке и окраске корабля, то я не пропускаю детали, вы видите почти все, но в очень ускоренном темпе. Леерное ограждение, дальномер. Полюбуйтесь, корабль почти готов. Остается установить надстройку и детали палубы. Страница 13, последняя 8 мачта, сетки уловителей и сборка надстройки корабля. Но сначала якоря авианосца. С левого борта всего 1 якорь, а с правого 2. Я приклеиваю их. Отвлечемся. В 1939 году Арк-Ройл участвовал в совместной операции, а это линкор Нельсон или Родни. Оба сестершипа там были. С палубы Арк-Ройл взлетает то ли Блэкберн, то ли Фалмер. Вокруг корабли сопровождения. А вот снова этот линкор с узнаваемыми орудийными башнями. Съемки с биплана Swordfish. А вот и сам торпедоносец взлетает с палубы авианосца. Геройское звено в полете. Я так назвал это видео. Вот они летят. Хорошо видно торпеды под брюхом у каждого из самолетов. Я примеряю на место сетку уловитель. Это тоже фототравление. Предпоследний подъемный кран встал на место. Вот такие ролики на носу корабля. Это большие колеса металлические. Прожектор в гнезде установлен на борт. Я заканчиваю с мелкими деталями. На этом я заканчиваю вторую серию видео про Арк-Ройл, а третью серию смотрите 10 января. Подписывайтесь, и самое главное, шлите мне свои мнения. Шлите мне свои советы. С вами был ваш Артизан Мороз.